Хочу жрать. Ты будешь сегодня звездой Инстаграма. Итак, у нас сегодня уже достаточно популярное место. Замок Подмосковья. Конечно же, это не настоящий замок, а просто стилизованный под средневековье развлекательный комплекс, в котором находился ресторан, бильярд и гостиница. Сейчас будем искать залаз. Ну что, пики наточены. Попробуем в него попасть. Я вижу, на втором этаже открыто окно. Да, это я тоже вижу. Открылось это заведение в 2006 году, и, судя по информации из интернета, закрылось оно в конце 2019, либо в самом начале 2020 года. Тем самым на момент нашего посещения здание стояло заброшенным уже больше года. Визитной карточкой этого развлекательного комплекса был огромный рыцарь на входе. На Reddit под моей фотографией этого рыцаря предположили, что место закрылось из-за того, что на входе стоит босс из Dark Souls, и не каждый был готов к этой встрече. Так, ищем залаз. Нету? А этот тебя залаз не устраивает? Ты мне сказал, что не задел буквально. Когда находишь готовый залаз, как в этом случае, возникают двоякие чувства. С одной стороны, не надо делать самому вход, а с другой стороны, это признак трафика в это место, что всегда приводит к его разграблению и разрушению, и внутри уже может ожидать полная разруха. Я думаю, зачем мне она? Отлично. Ты прикидывай кадры. Когда это место работало, при входе посетителей встречали эти два рыцаря, которые сейчас уже немного пострадали от вандалов. Страшноватенький. Ой, гардероб нашел. Какой хороший. О. Что это тут у нас есть? Здесь сигналка. Есть кнопка паника.
Перед нами один из 4 залов ресторана развлекательного центра. С первого взгляда может показаться, что мы залезли в действующий ресторан. Настолько тут хорошо все сохранилось. Но если внимательно присмотреться, можно увидеть слой пыли на мебели, торчащие провода на потолке и бросающиеся в глаза уродливые надписи умственно отсталых вандалов. Итак, какой шикарный рояль. Если верить блогерам, а им всегда надо верить, шучу, конечно, такой рояль стоит 3,8 миллиона. Давай, мистер Пропер, та-да-та-да-та-да-та, вызывай охрану. Нет, я не очень. Ты про игру или вообще? Нет, в смысле, я понял. Ну что, давай первый этаж сначала смотрим. Да. Ну, как обычно. Сохранность интерьера просто поражает. Даже не верится, что это место заброшено и стоит без охраны. Я думаю, это благодаря расстоянию. Ведь этот замок находится на самой границе Московской области, вдалеке от крупных городов. После первого зала ресторана мы отправились на кухню. И я вам честно скажу, я еще не видел кухни с такой сохранностью в заброшенном здании. Посуда, бокалы и даже бытовая техника – все оказалось на месте. Нередко, когда смотрят на мои фотографии с подобными местами, мне задают вопрос, что случилось, куда все делись и почему оставили все эти вещи. В головах людей часто рисуются образы катастроф, утечек химикатов или радиации. На худой конец страшные преступления или призраки. Но последнее уже для эстетов. Но на деле, правда, чаще всего оказывается куда скучнее, чем воображение. Финансовые проблемы, рейдерский захват или строительство очередного ТЦ и ЖК становятся самыми частыми причинами, что место оставляют люди. Этот замок попадает под категорию финансовых проблем, хотя их причина и уникальная, и характерна только для небольшого отрезка времени, ставшего уже историей. И имя этой напасти COVID-19, а если точнее, запретительные действия властей на фоне пандемии. Света нет, надо держать. Сейчас я включу фонарик. Да. Горшочки тут есть. Смотрите, какая прелесть. Неплохо. Давай, а тут что за фигнюшки? Какая-нибудь соусница, скорее. Точно, соусница. Ой, весы какие классные. В коробочках. Слушай, а в коробочках есть бокальчики. Да. Даже жалко, столько денег просирается. Причем впустую, я бы сказал. Во время съемки я не заметил одного косяка. Оказалось, мой фонарик дает сильное мерцание в кадре. Я как мог пытался это исправить при монтаже, но полностью от этого не избавиться. Но, по воле случая, в этот же день я его потерял на заброшенной птицефабрике. И сам того не зная, избавил себя от этой проблемы в будущем. О, смотри, какие здесь скатерти. У этого дяди есть стабилизатор в камере. Есть. Ладно, эту штуку. Держи. Держи. Тут есть крючочек, блин, варвар. Помогите мне. Я блогер. Я не могу, я оператор. Какая печка прикольная.
После подсобных помещений и моечной пришло время посетить часть кухни, где готовили различные блюда. Здесь уже не было аутентичности ресторана, поэтому мы не нашли ни жаровни с вертелом для кабанчика, ни таганов для котлов. Но зато был ужасно липкий пол и дорогое профессиональное оборудование из Италии. Плиты. Пол очень липкий. Также в углу стояла штука, похожая на микроволновку переростка, которая, оказывается, называется пароконвектомат. Не знаю, что это. И вот тут я сделал непоправимое. И это заставило нас покинуть эту кухню. Слушай, самое страшное, что у нас будет в холодильнике. Видео не передает запахи. Я не буду открывать. В тот момент я понял, что у меня не ковид. Вот он источник этого яйца. Оно еще есть. Яйца? Пухлые? Свежий, блин. Ты не слышишь, как я страдаю? Ой, ё-моё. Фу. После бегства с кухни мы продолжили осматривать первый этаж и нашли местного жителя. Мы тут нашли себе друга. И он очень хочет кушать. И, возможно, мы его накормим. Где моя еда? Хочу жрать. Ты будешь сегодня звездой Инстаграма. Взяв с собой нового друга, мы отправились дальше. Этот зал небольшой и сохранился просто в идеальном состоянии. Так, что даже найденному паучку понравился столик возле витража. После уютного зала, в котором мы оставили паучка, сразу же идет третий зал. Тут уже лучше чувствуется дух средневековья, благодаря камину, высоким стульям и одинокому рыцарю. Такие классные стулья, да? Столько стоит, что вообще. Так, люстры, стулья, гобелены. Вот, спасибо, что сказал люстры. Я люстры не снял. Ну, в том зале была тоже красивая люстра очень. Да, блин. В этом зале мы еще нашли меню ресторана, и оно оказалось под стать этому месту. Щи из квашеной капусты с шампиньонами и олениной. Свет классный. Да. Так, теперь наша главная достопримечательность этого места. Рыцарь. Но, к сожалению, рыцарь не металлический. Иначе бы такие страшные телесные повреждения он бы не мог получить. Какие прекрасные детали. Тут можно долго фотографировать. Очень долго. Но это все останется за кадром, а мы пойдем дальше. Админ комната. Стулья здесь просто потрясающие. Ну и классический такой, присущий для всех запросов, развал документов. На втором этаже первым помещением оказался офис с сохранившейся документацией ресторана. Табличек не осталось.
фирменные блюда из дичи. Ну там все, из кабанятины, из оленины. Слушай, ну смотри, 2015 год есть документы. Ну кто комп сюда поставил? Как тебе столики? Хороши. Да. Кто-то меня тут спрашивал, где взять бильярдный стол. Да тут даже стулья на дачу пластиковые. Очень, очень крутая лестница. Вот мне прям... Очень крутая. Они так комплектно продаются. На всякий случай поясню. Мы ничего не берем из подобных мест, но любим пошутить на тему хабара. Давай-ка заценим. Ага. Ну тут коммуникация. Такое лучше просто фотографировать. Слушай, ну все провода, все обрезано вообще. Ну да, медь. Странно, в таком месте тырить медь. Тут один бильярдный стол, как вся медь, наверное. Ты не разбираешься? Надо тырить медь. А вот все кики и, наверное... Это в первую очередь, я думаю, уперли. Есть, да? Слушай, немецкий, это сам ты керлинг, это хоккей, аэро. Хоккей. Как вы уже догадались, на втором этаже комплекса находился бильярд с аэрохоккеем. Но вот дизайн помещений уже был без средневековой тематики. Все это кожаные диваны. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Вот мы и добрались до последнего, 4-го зала ресторана. И это оказался бар. После оформления залов 1-го этажа, этот бар кажется маленьким и блеклым. Кофемолка. Но в нем, так же как и везде, сохранилась мебель и оборудование. Ну тут, кстати, много кофе. Оно, кстати, здесь еще разбросано. В отличие от бухла, которое выпили блогеры. Ты хочешь сказать, что здесь еще и бухло осталось? Ну, было вроде. Ну, могло, знаешь, пару недопитых бутылок. Че, всех, что будут сейчас собирать? Изнутри было не сразу понятно, что бар находился в башне, ровно над входом в здание. Но выйдя на балкончик, это прояснилось. Какая прикольная штучка. Открывашка, по-моему, ничего, не знаю. Или закрывашка. Кофе насыпаешь туда и закрываешь, чтобы Ага. давление создавалось. Ну, ресторан 3 или... Нет, по-моему- Магазин. Так, давай проверим экологичность продуктов, но судя по голубю, это не очень экопродукт. Либо голубь, Ему оторвали башку, по-моему. да, либо голубь и есть экопродукт. Прямо для персонала. Есть пульт, но нет телевизора. В башне над баром оказался непонятный этаж, похожий на релакс-зону для сотрудников. Либо это была комната Рапунцель. И судя по тушке голубя, ее тут забыли, и она голодала. Из-за того, что оно не отапливается, здесь Лаунж-зона. пресс. Вот. Я полагаю...
Под самой крышей башни оказалось еще одно небольшое и почти пустое помещение с единственным окном. И стол. Похожий. Кстати, она раскладывается. А еще здесь круто повесится. Вот сюрприз будет. Так что если кто-то из подписчиков хочет сделать перформанс. Это призывы к самоубийству. Да. Через окно в этой комнате можно было попасть на крышу, где была закреплена лестница к шпилю. Но лезть мы не стали, ведь это могло привлечь нежелательное внимание людей снизу. Поэтому мы просто сняли его позже на камеру дрона. Солнце еще высоко. Главное не шагнуть вниз. Ну, красиво когда. И позвоночник хрен или голову, как тут голубь. Деревянные вот такие балки перекрытия, это сказочно. И лестницы офигенные. Ну, конечно, бывали покруче, но все равно неплохо. После этой непонятной комнаты в башне мы отправились вниз, чтобы уже приступить к фотосъемке. Так, время выбрасываться. Время выбрасываться. Ну, в смысле, выходить. Ну все, добро пожаловать на улицу. Ну чё? Нашел охрану? Не. И на этой прекрасной ноте мы покидаем это место.